И вот мы выходим на финишную прямую, май 1959. В этом месяце прошли традиционные демонстрации трудящихся и, естественно, с военными парадами. Куда ж без них? СССР активно трудилась над созданием пилотируемого космического корабля «Восток», продолжался запуск искусственных спутников Земли и развивалась атомная энергетика. В целом, 1959 год был временем высоких ожиданий, хрущевской оттепели и интенсивного освоения новых рубежей в науке и технике. А в Ивдельском районе поисковики вот уже 2 месяца как ищут щупами или зондами последнюю четверку группы Дятлова. Метр за метром они протыкают снег в надежде найти тела погибших, но пока безрезультатно. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И в мае у нас появляется ценный свидетель, который рассказал, что происходило на месте поиска и какие настроения там царили. Это студент Аскинадзе. И вот как он попал на перевал. В середине апреля вызывают меня в партком УПИ и велят набирать группу студентов на поиски дятловцев. Мы должны были сменить группу Блинова, которая уже долго вела поиски на перевале, но никого не нашла. Мне с трудом удалось подобрать 5 студентов, потому как никто не хотел ехать, сессия на носу. А перед самым отъездом меня снова вызвали в партком и сказали открытым текстом: «Посмотрите возможность ухода туристов в Америку через Северный полюс. И если обнаружите какие-то детали, говорящие о их бегстве в Америку, то никому не болтайте». Когда я сообщил ребятам про побег в Америку, они долго хохотали. Конец цитаты. 1-2 мая Артюков дал поисковикам отдых в связи с Днем международной солидарности трудящихся, потому что те за последние дни очень устали, работая зондами. И вот 4 мая нашли настил наконец. И Аскинадзе рассказывает об обстоятельствах этого события. Была чуть заметная дорожка из этих кончиков веток. По ним мы нашли настил. Утром 4 мая братья Куриковы при мне что-то обсуждали на своем языке, но по жестам можно было догадаться, что речь идет об этих веточках. Пошли в палатку к Артюкову. Степан Куриков, он был за старшего, объяснил Артюкову, что надо копнуть в районе веточек, хотя накануне было принято, что копать будем ручей, но значительно выше обезглавленных елочек. С этого начались наши успехи. Веточки повели нас вглубь сугроба почти вертикально. У вас наверняка есть фото, где я для масштаба глубины залегания наста поставил 2-метровый зонд. Еще метр оставался до верхнего уровня снега. Настил залегал на глубине около 3 метров, и все веточки елок были свежими. Конец цитаты. Здесь ключевая фраза «чуть заметная дорожка из этих кончиков веток». Удивительно, что за 2 месяца ее не затоптали. Даже Токарев видел эти свежесрезанные веточки и указывал на них Кикоину. И до сих пор эти веточки никого не волновали. И тут вдруг: «Да какой Токарев? Сам Степан Куриков среди поисковиков трется с самого начала. Его зоркий мансийский глаз охотника, казалось бы, уже каждый сантиметр прощупал и проанализировал». И многие исследователи считают, что Курикову дали отмашку. И, честно говоря, очень на это похоже. Возможно, фигуранты решили, что поиски сильно затянулись. Если бы тела нашли в числах в 20 апреля, то дело уже неделю как было бы закрыто. По состоянию на начало мая у ивдельских руководителей все под контролем. Москва требует поскорее закрывать дело, суда не будет, все на мази, а поиски уже насточертели всем. И тут пригодился вездесущий Куриков. Сульман телеграфирует Проданову 5 мая. В 9 часов 30 минут Куриковыми в 50 метрах юго-западнее Кедра на месте рубленого ельника на глубине 10 сантиметров были обнаружены черные хлопчатобумажные спортивные брюки без правой штанины, с задней части обгорелые, правая штанина отрезана ножом. В 11 часов мной было принято решение произвести раскопку рва юго-западней от срезанного ельника. В 10 метрах раскопан участок площадью 20 квадратных метров на глубину до 2,5 метров. Конец цитаты. Артюков сообщает в штаб поисков.
Решил продолжать раскопку данного рва. Предполагаю, что погибшие находятся поблизости. Раскопки потребуют физически сильных и выносливых бойцов, о чем прошу предупредить командиров. В 17:00 уходим на раскопки. Конец цитаты. И так бы они ушли копать выше по ручью, если бы не Аскинадзи. Вот как он этот момент вспоминает. Теперь стало ясно, что далеко отходить от настила не имеет смысла. Надо искать на ближайших 10-15 квадратных метрах. Эти события были до обеда, а после я один взял зонд, а остальные наблюдали, не потому что не хотели работать, а так договорились, просто сделать как в геологии, пробный шурф. Вот тут-то я и попал в шею Люды. Отклонись мой зонд вправо или влево на 10 сантиметров, и мы ушли бы вверх по ручью зондировать снег. Вот и случайность, и закономерность одновременно. Конец цитаты. Артюков телеграфирует Проданову. В 18:40 в раскопке рва обнаружено на дне текущего ручья тело в сером свитере, раскопка которого продолжается, работы приходится вести в воде. Понятно, что на всех поисковиков найденные тела подействовали ужасно. Аскинадзи. Очень большая нервозность началась, когда мы их нашли. Бессонница была не от каких-то кошмаров, а просто сон не приходил, и все тут. И не только у меня. Не спал Артюков, не спали Куриковы, да и остальные, я думаю, тоже, по большей части, просто лежали, надеясь уснуть. Расслабились, когда тела увезли. Конец цитаты. Итак, все дятловцы найдены, прокурорам осталось вписать в общую концепцию этот эпизод, и дело можно закрывать. Но не тут-то было. Именно на этом этапе вдруг появилась новая, казалось бы, самая абсурдная версия – лавинная. И Иванов стал к ней присматриваться с точки зрения, насколько она перспективна для его целей. Вспоминает Биенко. Вернувшийся с места трагедии Лев Никитич Иванов рассказал, что если бы был суеверным, то поверил бы в какую-то чертовщину. То, что произошло с ребятами, по естественным природным причинам не могло произойти. Склон, на котором установлена палатка, язык не поворачивается назвать склоном. На глаз он почти незаметен. Скользить на лыжах по нему, не отталкиваясь палками, нельзя. Представить, что здесь может сойти лавина, может только нездоровое воображение. Тем более, что на палатке никаких следов схода лавины нет. Все крепления на месте, палатка не сдвинулась ни на сантиметр. Конец цитаты. 6 мая на место преступления прибыли прокуроры и составили протокол осмотра места обнаружения тел. 7 мая командир вертолета капитан Потяженко по воспоминаниям поисковиков отказался эвакуировать погибших, и Артюков ему даже угрожал пистолетом. Но Потяженко потом пояснил, что не отказывался он в мае везти тела в Свердловск, а только потребовал их упаковать в металлическую тару, и никто ему пистолетом не угрожал. А вот поведение Иванова на месте поисков нас нисколько не удивляет. Он вел себя не как следователь, а только искал благовидный предлог для закрытия дела. Вот как это описал Аскинадзи. «По-моему, Иванов к настилу и не подходил. Издалека посмотрел на елочки без верхушек и пошел к телам. Кстати, я обратил внимание, что Иванов ничего не записывал, ничего не фотографировал. Такое впечатление, что ему это не интересно, и он заранее знает и причину гибели, и что будет дальше». Конец цитаты. Так и было. Иванов уже упивался открывающимися перед ним перспективами в карьере. 9 мая судебные эксперты исследовали тела дятловцев. Происходило это в санчасти почтового ящика 240 в Ивделе. Это медицинское учреждение, которое входило в систему Ивдельского исправительно-трудового лагеря. Проводил исследование Возрожденный, присутствовали Иванов и Чуркина. И когда заинтересованные лица узнали о поломанных ребрах Дубинина и Золотарева, то, естественно, многие узнали почерк сотрудников МВД Ивдельского ИТЛ.
Вот тогда все опять зашевелились, и на ивдельских руководителей и партийных боссов нахлынула новая волна нервозности. Но недолго эта волна длилась, постепенно все устаканилось, с кого-то взяли подписку о неразглашении, а потом поняли, что дело все равно закроют. И тогда кто там будет иметь доступ к тем экспертизам? Если что, скажем, что так бывает. Бежали, падали, кувыркались, поломали ребра о камни, или их снежная доска сдавила. Очень вовремя появилась лавинная версия, которая стала набирать обороты на фоне новых улик. Биенко дополняет картину. Как совершенно нереальная лавинная версия не рассматривалась вообще до 4 мая 1959 года, когда были найдены тела Дубинина и Тибо Бриньоля и Золотарева, внутри словно раздавленные мощным уралмашевским прессом. Все остальные ребята замерзли или в лесу, или пытаясь вернуться в палатку. Перед следователем Ивановым стала архисложная задача – найти не знаю что. То, что заставило крепких духом и телом ребят обезуметь от страха, располосовать скат крыши палатки и бежать из нее, сломя голову, без обуви и верхней одежды, в 27-градусный мороз. Судя по хорошо сохранившимся следам, все 9 ребят физически были в полном порядке. Я поделился с Ивановым сведениями, почерпнутыми из научно-популярных журналов о летучих голландцах, кораблях, брошенных экипажами, обезумевшими от страха и о причинах этого страха, низкочастотных колебаниях, возникающих иногда при прохождении потоков воздуха над волнистыми поверхностями океанов, пустыни Среднегорья. Иванов сделал запрос в Минобороны, не проводились ли какие-либо испытания в районе Северного Урала около 1 февраля 1959 года. На ответ не надеялись, но он пришел сугубо отрицательный. Конец цитаты. В общем, у Иванова голова кругом. Хватается за любые безумные варианты, лишь бы за что-то уцепиться. Аккуратно поломанные ребра Золотарева и Дубинина – это же серьезная улика, которая ведет к вертухаям Ивделилага. Ее надо было срочно тушить. И вот Каратаев нам рассказывает о том состоянии нервозности, вызванными травмами Дубининой и Золотарева. Когда нашли вторую группу, когда ясно стало, что это убийство, дал команду: звонить не буду, будет версия о том, что они погибли от замерзания. И было засекречено это дело, и меня отстранили от должности, что я не стал прекращать дело, потому что как прекращать дело, когда я в морге вижу, что в одной череп раздавлен, у одного, другого ребра поломаны, ну и все. Отстранили, дело принял к производству Иванов, никого больше на место не допускали. И в другом месте он вспоминал: «Я говорю в обкоме: Андрей Павлович, я сам присутствовал при вскрытии, и первыми обнаружили ганцы возрождены, что у Коли Тибо переломы, у Золотарева ребра поломаны. Я хотел сказать: вы сидите тут в кабинете и утверждаете: мы знаем». Конец цитаты. Но Кириленко на это сказал, что Хрущеву сообщили, что студенты замерзли насмерть и дело должно быть закрыто. Понятно, что первый секретарь Свердловского обкома упомянул Хрущева для пущей важности. Конечно, он имел в виду, что замерзание студентов доложено в Москву. И тут, внимание, фигуранты тоже менжуются. Слушаем Каратаева. А потом поступает: Каратаева из партии исключить. Проданов мне это говорит первый секретарь Ивдельского горкома партии. А я не член партии. Ну тогда из прокуратуры переведем. Я говорю: куда дальше переводить из Ивделя? Там дальше только одни манси живут. Так у них прокуратуры нет, и им не надо. Такие разговоры были. Но я тогда был молодой специалист, меня по закону уволить нельзя было. Конец цитаты. Это второй раз до нас дошло истерическое состояние Проданова, как реакция на то, что Каратаев засомневался в ракетных и всяких других фантасмагорических версиях. Вот, кстати, интереснейшая фотография. Второй слева сидит начальник Ивдельской милиции Безяев, потом секретари Ивдельского горкома Губин и Проданов во всей своей красе. Кстати, Губин, третий секретарь Ивдельского горкома КПСС,
по идеологической работе, непосредственного участия в поисках не принимал, но умер он в 2004 году в Ивделе в возрасте 88 лет. Почему дитловеды до него не добрались? Где его интервью? Вот кто бы мог рассказать много увлекательного. А Иванов как раз ломает голову над тем, как красиво закрыть дело. А тут студенты путаются под ногами, лезут с вопросами, предлагают свои фантастические версии. И Иванов на них, видимо, отрабатывал, какая из них будет более-менее правдоподобной. Вот что говорит Биенко. После страшной находки 4 мая я виделся с Ивановым лишь единожды, и меня поразила перемена в нем. Исчезла живость характера, словно он постарел на много лет. «Ты знаешь, Слава, — сказал он, — мне кажется, что там было 2 приложения неведомой нам стихийной силы. Одно психическое, выгнавшее здоровых ребят из палатки, и второе физическое, искалечившее и убившее 3 ушедших в сторону от основной группы. Я тоже думаю, что, услышав их крики, к ним от костра под кедром пробился Колеватов и помогал им, чем мог, до самого конца». Конец цитаты. И Биенко этот диалог расценил, что прокурор по-дружески с ним делился своими размышлениями. И многие поисковики приводят вот такие наивные воспоминания о доверительных в кавычках беседах с прокурорами и судмедэкспертами. На самом деле, после той страшной находки 4 мая и Кириленко, и другие партийные руководители посмотрели друг на друга и поняли, что надо совать дело под сукно как можно быстрее, потому что терпилы закончились, и при дальнейшем расследовании можно выйти на самих себя. И Окишев признался в интервью, что ему приказали: «Больше никаких разговоров про убийство! Ни о каком убийстве не может быть и речи. Скажите родственникам, что это несчастный случай. А какой несчастный случай? Придумайте сами». В другом интервью Окишев так передал эти слова начальству: «Прекращайте дело, мы знаем, что там произошло». Действительно ли знали? Какой-то круг знал. Но, может, те, кто думали, что они в курсах, на самом деле ни черта не знали. 12 мая прошли похороны Колеватова, Дубининой и Тибо Бриньоля. 14 мая с Масленникова и Ярового взяли расписку о неразглашении данных по делу о гибели студентов. Понятно, что эти расписки многие связывают с ракетами, строгий секрет, государственная тайна. Но Тиунов и этот момент рассмотрел на примере дела начальника ОВД Царицына, майора милиции Евсюкова, который демонстративно расстрелял посетителей столичного супермаркета «Остров». Конечно, сейчас на дворе далеко не 1959 год, поэтому данное вопиющее преступление весьма активно обсуждалось не только всеми российскими СМИ, но и за рубежом. И ведь вот что выяснилось. Даже в этой абсолютно очевидной ситуации следственная бригада усиленно пыталась брать с пострадавших пресловутые подписки о неразглашении, а также настоятельно рекомендовала ничего не рассказывать ни газетчикам, ни телевизионщикам. В этой связи в СМИ особенно поучительно прозвучало следующее компетентное мнение. Подписка о неразглашении берется только в 2 случаях. Либо когда речь идет о гостайне, либо когда пытаются скрыть информацию от общественности, что далеко не всегда обосновано интересами следствия. Надеюсь, все читатели понимают, что это вовсе не мои слова. Это часть того интервью, которое было опубликовано в 22 номере газеты «Собеседник» от 17-23 июня 2009 года. И дал это интервью не какой-то посторонний фантазер вроде вашего покорного слуги, а лично Михаил Пашкин, глава профсоюза работников милиции Москвы. Кроме этого, в его интервью прозвучала и другая не менее характерная мысль. Очевидно, что в деле Евсюкова никакой гостайны нет. Что же касается угроз в отношении свидетелей и потерпевших, такое бывает, когда сверху поступило указание дело замять. Конец цитаты. Вот вам и ответ. Дело не в гостайне, расписки о неразглашении берут, когда сверху поступило указание дело замять.
15 мая допрос Брусницына. И вот на нем мы остановимся подробнее. Это яркий пример того, как работает механизм заморачивания мозгов. Нам важно понимать, как это работает. И не имеет значения, профессор вы, Эйнштейн или слесарь в ЖЭКе. Потому что вранье на современного человека льется со всех дырок. И под его влиянием 80% населения на черное говорят белое, как в том эксперименте о манипуляции сознанием. Это как раз тот случай. Так вот, Брусницын заполнял протокол собственноручно. И после того, как он написал как очевидец-поисковик свои впечатления, он тут же предпринял попытку объяснить, что случилось с дятловцами. А надо понимать, что в голове его по состоянию на середину мая 1959 года уже все версии смешались, те, которых он наслушался. И Брусницын нам показывает ход мыслей людей, которые попали в такую ситуацию. Слушайте, потому что больше вам этого никто не расскажет. Это такая прививка от дятловедения. Итак, версия Брусницына в мае 59-го. Около 7 часов что-то необычное, еще никем не виданное, заставило туристов в панике покинуть палатку. Бежать раздетыми при плохой погоде ночью из единственного теплого уголка возможно только под страхом смерти. Это странное явление, свет, проникающий через палатку, звук, возможно и газы, действовало в течение продолжительного промежутка времени, подгоняя туристов. Увлекаемые единственной целью «товарищ должен быть спасен», дружной группой с одним фонариком, другой китайский был выронен Дятловым при входе из палатки, добежали до первой каменной гряды. Почти горизонтальная площадка до 5 градусов, усеянная камнями. На такой площадке не надо много усилий, чтобы противостоять любому ветру. Даже у самой палатки, где крутизна склона достигает 20 градусов, достаточно лечь по направлению ветра, и ты останешься на месте. Однако такой попытки сделано не было. Группа, не останавливаясь, продолжала отступать. Об этом говорят обнаруженные нами следы. Я также не могу представить, что в рядах такой группы мог появиться паникер-безумец и увлечь за собой на смерть. Конец цитаты. Смотрите, что происходит. Во-первых, Брусницын очень точно описывает свои ощущения. Он сомневается, люди так просто из палатки не убегают, а только под страхом смерти. И причина такого поведения должна быть мегасерьезная. Во-вторых, причина эта действовала некоторое время, то есть она должна была быть продолжительной. Это тоже важно. Не вспышка и все, а что-то такое, что гнало и гнало туристов дальше. В-третьих, Брусницын не может представить, что в рядах такой группы мог появиться паникер-безумец и увлечь всех за собой на смерть. Очень адекватное наблюдение. Он понимает, группа сильная, дисциплинированная, один псих не потянет всех вниз. Но после этих правильных логических наблюдений у Брусницына начинается каша. И чтобы избавиться от нее, он тут же совершает скачок. Если нет понятной причины, значит нужно ее придумать. И он начинает лихорадочно проверять простые варианты. Ветер? Нет, можно было удержаться. Паникер? Нет, группа не такая. И тут должен был быть следующий логический шаг. А может, вопрос неправильный? Но нет. Брусницын не решается отбросить официальные и большинством признанные версии уважаемых людей, таких как Масленников. И тут у него включается защитный механизм, и он выдает то, что ему вложили в голову, вот этот микс – свет, звук, газы. Все сразу на всякий случай. Сборная солянка возможных объяснений. И финал – это было что-то необычное, еще никем не виданное. Таким образом, Брусницын делает две вещи одновременно. Как разумный человек отвергает такие примитивные объяснения, как ветер и паникеры, и сразу же подменяет их размытым нечто необычное. Так происходит тогда, когда человек буквально мучится над ложным вопросом, что заставило их выбежать из палатки. Потому что в этом случае есть только одна причина – резкий, внешний, невиданный ранее триггер.
А мы уже знаем, что если вопросы кривые, тогда человек ищет не там, где надо, и, отвергая нормальные варианты, остается с пустотой в голове. А пустоту нужно чем-нибудь заполнить. И Брусницын, не находя ответа, придумывает его, чтобы хоть на чем-то остановиться и в конце концов избавиться от этой каши в голове. Это как ты уверен, что ключ потерялся в вот этой комнате, проверил каждый уголок, а ключа нет. И вместо того, чтобы подумать, а может не здесь потерял, ты говоришь, наверное, его кто-то невидимый забрал. НЛО прилетело, сосед перелез через балкон и украл его. И дальнейшая чепуха. Поэтому проблема Брусницына и состоит в том, что он не позволяет себе усомниться, собственно, в вопросе. Это еще называется «трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». Вот так на примере Брусницына мы увидели, что происходит с каждым человеком, когда ежедневно на него вываливается поток неправдивой информации в виде заголовков, новостей, аналитических материалов. Их цель – манипуляция сознанием. И фейки часто воспринимают как факт, потому что они подаются как факты. И вот Брусницын, который не глуп, не наивен, не фантазер по натуре, он нормально мыслит, проверяет варианты, исключает слабые объяснения, но он попал в ловушку и дальше уже не выходит из нее. И причина не в его интеллекте. И здесь есть такой дьявольский нюанс. Если человеку дать частично правдивую информацию, но с неправильно поставленным вопросом, он почти гарантированно начнет логично строить неправильные выводы. Точно так же и современные люди каждый день потребляют мегатонны всякой информации, новости, ток-шоу, квазирасследования, соцсети. И там очень часто им подсовывается не откровенная ложь, а несколько хитрее. Правильные факты плюс кривой вопрос. И что происходит дальше? Человек думает, анализирует, делает выводы и при этом совершенно искренне уверен, я сам до этого додумался. Хотя на самом деле он просто двигался внутри кем-то поставленной мышеловки для ума. Короче, разум не защитит от ошибок, если принять неправильную точку отсчета. Ты можешь быть очень умным, доктором наук или президентом крупной фирмы, но если тебе сказали «ищем черную кошку в темной комнате», и ты поверил, что она там есть, ты будешь искать ее очень логически, но напрасно. Поэтому, чтобы не попадать в такую ситуацию, надо немного и долго думать, а просто ставить под сомнение поставленный вопрос. А правда, что это было именно так? Не ищу ли я ответ там, где его не может быть? Потому что, попав в ловушку, дальше вы будете дорабатывать свою версию очень логично, как Брусницын, который всю жизнь задавал себе эти вопросы и ни разу в них не засомневался. А вот Тиунов как раз засомневался именно в вопросе. Стоило ему уяснить, что ракетная версия – это какая-то чепуха на постном масле, и он сразу понял, что произошло с дятловцами на самом деле. Двигаемся дальше. Прошло 50 лет. И вот интервью Брусницына 2007 года, в котором он озвучивает свою уже модифицированную версию. Ну, по крайней мере, это не лавина. Склон не крутой, по такому склону лавины никакой не могло быть. Да и с соседних вершин тоже лавина дойти не могла. Я думаю, что они приняли какое-то психотропное средство, и которым они отравились. Они возбудились все вместе и впали в панику. Я думаю, что психиатр или кто-то еще, если к ним обратиться, могут объяснить поведение этой группы. Я вот более никак не могу объяснить их поведение, потому что знаю прекрасно вот таких людей. Тот же Дорошенко, такой флегматичный, такой уравновешенный человек, и тоже впадает в панику. Не могу представить, что его может заставить из теплой палатки выпрыгнуть в темноту. Это только что-то внутреннее. У них было какое-то общее психическое расстройство. Конец цитаты. Что мы видим? Главное, вопрос остался тот же. Брусницын в нем так и не усомнился и считает, что что-то заставило их выбежать из палатки. Но в 1959 году это были свет, звук, газы, внешние триггеры. А в 2007 психотропное отравление, расстройство уже внутреннее. Но суть от этого не изменилась. Просто за 50 лет Брусницын делает шаг от физики к психике.
Только теперь это не что-то в небе, а коллективный психоз. Это выглядит серьезнее, звучит научно, это что-то экстраординарное. И вот, как специально для нашего исследования, Брусницын внезапно появился на телешоу буквально пару недель назад. Как будто кто-то свыше решил подкинуть нам наглядную демонстрацию того, о чем мы здесь говорим. И теперь у нас есть редкая возможность проследить почти в режиме лаборатории, как за 70 лет мутировала одна и та же версия. Здесь еще ирония состоит в том, что Брусницын говорит о коллективном психозе группы Дятлова, хотя если где и наблюдается настоящий многолетний коллективный психоз, так это в самом дятловедении, когда масса людей на протяжении десятилетий подхватывают друг у друга идеи, накручивают версии, достраивают чужие фантазии и постепенно сами перестают замечать, где факты, а где фольклор. И дятловедение же изучает не гибель туристов, а само себя, как это еще назвать. Итак, прослеживаем мутацию версии Брусницына. В 1959-м нечто странное, свет, звук, газы, то есть причина внешняя, непонятное явление, паника. В 2007-м психотропное, коллективный психоз, причина уже внутренняя, но случайная, без конкретного виновного. И вот теперь, в 2026 появляется вот этот самый конкретный виновный. Золотарев! Кто же еще? С задачами, таблетками и экспериментами. Таким образом, версия Брусницына наконец-то получает персонажа-заговорщика. Иными словами, Брусницын все эти десятилетия искал ключ, который объяснит все сразу, но с годами его версия все усложнялась и усложнялась, потому что с примитивным что-то испугало, он никому не интересный стоял на задворках дятловедения, и он срочно привлек на помощь элементы конспирологии, спецзадачи, психотропы, тайный эксперимент. Брусницын за 67 лет так и не смог сказать себе «я не знаю», и поэтому его версия продолжала раздуваться как сериал с новыми сезонами. Еще немного, и Золотарев у него станет куратором секретной лаборатории МВД. И тут такой нюанс. В версии 2007 года у Брусницына была дыра. Откуда в обычном походе вдруг взялись психотропные таблетки? Это неубедительно и висело в воздухе. Отговорки что-то приняли, как-то отравились, не катили, не залетали народу. И Брусницын это чувствовал. Поэтому в 2026 его версия делает следующий шаг, конспирологический. Появляется носитель тайны. А кто в дятловедении идеально подходит на эту роль? Конечно же, Золотарев. Вокруг него за десятилетия уже наросло странный старший фронтовик, что-то скрывал, не тот человек, агент спецслужбы. То есть Брусницын не придумал конспирологический штрих своей версии с нуля. Он фактически подключился к уже готовому сценарию, распространенному среди дятловедов. А мы отсюда видим, что любая дятловедческая версия не рождается из фактов. Она заделывает собственные слабые места, достраивается чужими штампами, адаптируется под популярные сюжеты. И это классическая эволюция конспирологии. Когда в истории есть дыра, то ее затыкают агентами, секретными миссиями, экспериментами, спецтаблетками. Потому что дятловедение – это как раз то место, где любой странный человек через 50-60 лет автоматически становится или шпионом, или куратором спецоперации. Но на самом деле это все та же самая черная кошка в той же самой темной комнате. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И как домашнее задание попробуйте проследить, как со временем мутировали версии других поисковиков. Это очень полезное упражнение, и не только для истории группы Дятлова, а вообще для понимания того, как работает информация в современном мире. Посмотрите внимательно. Человек что-то увидел, что-то почувствовал, чего-то не понял. Проходят годы, потом десятилетия. И вокруг него постепенно начинают нарастать слухи, версии, чужие интерпретации, телепередачи, книги, дятловедческие штампы, конспирология. И в какой-то момент человек уже сам не замечает, где его собственные воспоминания, а где то, что он десятки лет слышал вокруг себя.
Это очень страшная штука на самом деле. Потому что человеческая память, она постоянно переписывается. И если вокруг вас годами крутится одна и та же версия, мозг постепенно начинает воспринимать ее как часть собственной памяти. Именно поэтому у Брусницына сначала были свет и газы, потом психотропы, а потом уже Золотарев с секретным заданием. Это не потому, что он внезапно узнал правду через 67 лет. Это потому, что легенда постепенно встроилась человеку в голову. И ровно так же этот механизм работает и сегодня. Телевизор, мессенджеры, новости, инсайды, эксперты, блогеры. Каждый день они не просто сообщают информацию, они предлагают готовый способ думать. И если долго жить внутри одной информационной среды, через какое-то время вы начнете воспринимать ее выводы как свои собственные. И если вас уже начинает выворачивать от того, что мы постоянно разбираем эти механизмы, я вас прекрасно понимаю. Мне самой уже поднадоело снова и снова объяснять, как людям замыливают головы, как рождаются мифы, как эмоциональная версия начинает подменять реальность. Но проблема в том, что этому почти никто не учит. В школе не учат, по телевизору тем более. Наоборот, вся современная информационная среда построена на том, чтобы цеплять вас страхом, тайной, возмущением, потому что спокойный человек плохо кликает. Так что сохраняйте информационную гигиену, иногда останавливайтесь и спрашивайте себя, это я так думаю или мне уже вложили это в голову? И тогда ловиться в чужие засады вы будете все реже и реже.